Если у вас дома есть только курица и паста, ужин почти готов. Когда мне не хочется ничего сложного, я готовлю именно это блюдо. Куриное филе нарезаем сначала вдоль, а потом поперек. Вот такими небольшими кусочками. Так курица быстрее прожарится и мясо получится не сухим. Ставим разогреваться сковородку, растапливаем сливочное масло. Сковородка уже хорошо разогрелась. Выкладываю курицу в один слой, так, чтобы курица получилась сочной, румяной, с красивой золотистой аппетитной корочкой, и каждый кусочек хорошо прожарился. Поэтому не перегружайте сковородку. Приправляю солью и черным молотым перцем. Обжариваем курицу до золотистого цвета. Огонь сделайте средний. Пока жарится курица, нарежем репчатый лук. Я беру одну луковицу и мелко нарезаю. Кстати, напишите в комментариях, какие блюда на ужин вы готовите чаще всего. Лук можно дополнительно еще немного измельчить. Тогда он просто растворится в соусе и получится очень вкусно. Смотрите, курица уже обжарилась. Перекладываем ее на тарелку. Курочка такая аппетитная, а аромат стоит просто на весь дом. В ту же сковородку, где жарилась курица, отправляем лук и обжариваем пару минут, пока он не станет мягким. А пока лук жарится, нарезаем чеснок. Я беру 2 зубчика чеснока, нарезаю сначала вот такими вот крупными кусочками. А затем измельчаю его при помощи ножа. Обожаю свежий чеснок в блюдах. Всегда получается очень вкусно и ароматно. Добавляю чеснок и обжариваю буквально 30 секунд, не более минуты, чтобы чеснок не горчил, но отдал свой аромат нашему блюду. Добавляю томатную пасту. Все хорошо перемешиваем и даем ей прожариться около минуты. Так уйдет кислинка. Готово. Теперь вливаем бульон. Сюда же добавляем томатный соус, томатная пассата. Можно купить уже готовый в магазине. Все хорошо перемешиваем и вливаем сливки. Соус сразу становится мягким и сбалансированным. Очень вкусный и нежный получится. Сюда же добавляем специи. Я добавляю сладкую паприку. Если любите остроту, добавьте немного острого перца. Немного орегано сушеного и соль по вкусу. А также можно добавить еще немного черного молотого перца, тоже по вкусу. И немного хлопьев сладкой паприки. Теперь все хорошо перемешиваем. И осталось только довести соус до кипения. Все готовим в одной сковороде, поэтому пасту, макароны будем добавлять прямо в соус. Я добавляю спагетти, но вы можете взять любую пасту, которая есть дома. И готовим до состояния аль денте прямо в соусе. Вот так вот хорошенько распределяем пасту в соусе, чтобы она напиталась
вобрала в себя все вкусы и ароматы нашего соуса, и получается невероятно вкусно, гораздо вкуснее, чем варить пасту отдельно. Посмотрите, выглядит просто чудесно. Если соус густеет слишком быстро, просто добавьте немного воды или бульона, но не добавляйте слишком много, чтобы соус не получился водянистым и спагетти не разварились. Паста впитывает вкус соуса и становится очень насыщенной. Посмотрите, все уже готово. Теперь возвращаем курицу обратно в сковородку, буквально чтобы она немного прогрелась. В конце натираем пармезан, можно заменить любым твердым сыром. Выглядит просто потрясающе, на вкус невероятно. И в конце можно добавить любую зелень. У меня петрушка. Мелко нарезаем петрушку. Посыпаем зеленью. Выглядит просто потрясающе. И еще раз все хорошо перемешиваем. Ну что, все готово, можно звать всю семью за стол. Только посмотрите, как это вкусно, нежно, очень сочно. Паста в кремовом томатном соусе с нежными кусочками курицы, с сыром. Это невероятно вкусно, нежно и сочно. Рекомендую. Обязательно приготовьте, поделитесь рецептом с друзьями, чтобы они тоже могли насладиться вкусным и быстрым ужином из простых и доступных продуктов. Давайте скорее пробовать, уже не терпится. Немного пасты и кусочек сочной курочки. Это очень вкусно, друзья. Приготовьте, не пожалеете. И я прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов.